Если у вас всего один день для того, чтобы погулять по Киеву, вы любите ходить пешком и хотите получить максимум впечатлений, то это видео для вас. Наш маршрут длиной 15 километров пролегает по основным историческим местам и занимает 10 часов. Но если вы не привыкли столько ходить или захотите задержаться в каком-то из музеев по дороге, то можно разбить его на 2 дня. Как вы видите на карте, мы начнем прямо от вокзала и пройдем 2 станции метро, прежде чем очутимся возле нашей первой известной достопримечательности – Золотых ворот. Поэтому вы можете в принципе присоединиться к маршруту по дороге в любом месте до этой точки. От вокзала по улице Симона Петлюры поднимаемся до улицы Жилянской, поворачиваем направо и идем до улицы Льва Толстого. Теперь налево, переходим через дорогу и движемся до входа в ботанический сад. Это малый ботанический сад Киева, он огорожен забором и попасть сюда можно только в час плановых экскурсий. Но располагающийся рядом парк тоже очень красивый и по нему приятно пройтись утром до метро «Университет». Теперь по уютной и цветущей улице Пирогова идем до Богдана Хмельницкого, мимо очень симпатичного домика советской постройки. Тут нас ждет интересная скульптура «Белый рояль» в кустах, посвященный композитору Федерику Шопену. По задумке автора, при приближении людей должны звучать его произведения, но не всегда это работает, к сожалению. По Богдана Хмельницкого идем к Владимирской улице. Ориентиром для нас будет оперный театр XIX века. При его строительстве над главным входом сперва установили официальный герб Киева с изображением архангела Михаила. Но против святого воина над местом разврата категорически выступил митрополит Феогност. Поэтому герб заменили композицией грифонов, которые держат в руках лиру. Также именно здесь случилось одно из значимых событий дореволюционной России – убийство Столыпина. И вот возле выхода из метро нас ждут легендарные Золотые ворота. Они были построены Ярославом Мудрым еще в начале XI века. По легенде, свое название они получили от Золотых ворот Константинополя, а другая версия гласит, что виной всему золотой купол церкви, венчавший сооружение. С левой стороны от западной стены на небольшой площади валяются валуны ледникового периода и стоит памятник Ярославу Мудрому, который держит в руках Софийский собор. Киевляне прозвали его «Мужик с тортом». С восточной стороны, обращенной к старому городу, ворота украшает мозаичная икона Богородицы – знамение. Музей, расположенный в этих стенах, открывается в 10 утра и работает только в летний период, поскольку часть его находится на открытом воздухе. Зайдя, вы попадаете в зал с видеоэкскурсией и, прослушав ее, получите полное представление о тех временах. Также тут расположены фотографии ворот разных времен, их макеты и старая карта Киева. Древний город окружали земляные валы общей протяженностью 3,5 километра, и проходили они по нынешним улицам центра Киева, от Львовской площади, где находились Львовские ворота, вдоль улицы Ярослав-Вал до Золотых ворот, спускались до площади Независимости, где стояли Ляцкие ворота, и снова поднимались вверх к Михайловской площади. Историки утверждают, что наиболее прочными были именно Золотые ворота, являвшиеся и центральным входом в город. Однако время взяло свое, и к концу XIX века от былого величия остались лишь развалины. В конце прошлого века была проведена масштабная реконструкция, и то, что мы видим сейчас, лишь копия. Сами древние стены надежно спрятаны внутри и еще долго будут удивлять потомков. В музее много интересных экспонатов. Постепенно изучая их, мы поднимаемся на самый верх, где можно увидеть собор Святой Софии и просто полюбоваться на город. Венчала ворота надвратная церковь Благовещения, чтобы каждый путник, подъезжающий к Киеву, мог видеть, что это христианский град. В конце прошлого века она была восстановлена вместе с реконструкцией самих ворот. Пока, судя по всему, в ней не проводятся богослужения, и можно спокойно походить в тишине этих стен, никому не мешая.
Продолжаем нашу прогулку по улице Золотовородской до Ирининской, где поклонники мультфильма «Ежик в тумане» могут сфотографироваться с главным героем. Выходим на Владимирскую улицу и по ней попадаем на огромную Софиевскую площадь. Посередине на ней установлен внушительный памятник Богдану Хмельницкому. А входом в собор Святой Софии служит вот эта колокольня. Подойдя к кассе, разбегаются глаза, что взять, но, к счастью, есть комплексный билет за 200 гривен. Территория Софийского собора довольно большая, и к его ансамблю относятся включенные вместе с ним в список ЮНЕСКО монастырские сооружения XVIII века: колокольня, южная въездная башня, трапезная, хлебня, бурса, дом митрополита и ворота Заборовского. Сам храм построен, согласно летописи, в первой половине XI века князем Ярославом Мудрым на месте победы в 1036 году над печенегами. Строительство продлилось где-то 3 года, и в нем участвовали как византийские, греческие, так и русские мастера. Место под строительство было выбрано на площади, где сходились все 4 дороги, ведущие в Киев. Через 6 веков собор перестроили в стиле украинского барокко. Его первоначальная структура наилучшим образом видна теперь со стороны алтаря, где также раскрыты фрагменты первозданной отделки фасадов – зондажи. В точности, как раньше выглядел храм, мы можем видеть на макете в трапезной. Здесь собраны музейные экспонаты религиозного и светского характера разных периодов существования комплекса, а также макеты уже посещенных нами Золотых ворот. К нашему удивлению, в этом заповеднике древности установлено несколько современных и довольно смелых арт-объектов. Выглядит это немного экстравагантно на фоне золотых куполов, но красиво. У входа в храм установлен камень с высеченной цитатой из повести временных лет, служащий доказательством строительства собора в 1937 году XI века. Но весной 2012 года ученые из 12 стран заявили о том, что он был построен на 26 лет раньше, чем гласит официальная версия. Новая дата была зашифрована в настенных надписях. Соответственно, основателем собора, по их мнению, не может быть Ярослав Мудрый. Софийский собор вплоть до 1300 года являлся резиденцией митрополита всея Руси, и на его территории находится около 100 захоронений. Тут были похоронены в том числе Ярослав Мудрый и его сыновья, однако исследования костей, которые находились в саркофаге великого князя, показали, что они принадлежат женщине, а куда делись останки Ярослава Мудрого, до сих пор неизвестно. Фотографировать и снимать на территории храма нельзя, однако нам удалось сделать несколько снимков знаменитых фресок собора, и главную из них – Богоматерь Аранту по прозвищу «Нерушимая стена», защитницу Киева, вечно молящуюся за этот город. Рекомендуем вам подняться на колокольню, откуда открывается красивый вид на центр, и как на ладони лежит Златоверхий Михайловский монастырь. Это сооружение принадлежит башенному типу и имеет 4 яруса. Ее высота составляет 76 метров. Она служила парадным въездом на территорию собора, и в 1709 году близ ее стен состоялась торжественная встреча Петра I и его полководцев после победы в Полтавской битве. За это колокольню называли Триумфальной. По Владимирскому проезду идем дальше, к Михайловской площади. Тут сияет белоснежный памятник княгине Ольге, который расположен по центру. По левую сторону от нее апостол Андрей Первозванный, а справа просветители славянского народа Кирилл и Мефодий. Михайловский монастырь имел особое значение для киевлян, так как был посвящен архангелу Михаилу, небесному покровителю Киева. Построил его внук Ярослава Мудрого, Святополк Изяславович, в начале XII века, и он был одним из самых больших в Древнем Киеве. В 1937 году монастырь был взорван, и то, что мы видим сейчас, это спустя 60 лет полностью заново построенное здание. Следующая наша цель – Владимирская горка. Официально попасть на нее можно только обойдя территорию монастыря с правой стороны, но если повезет, можно пройти напрямую через вот эти ворота.
Издавна это место вообще-то называлось Михайловской горкой, но по преданию здесь, протекающем внизу ручье, князь Владимир крестил киевлян, поэтому тут в середине XIX века была установлена его скульптура, а парк переименовали. Эти съемки сделаны из беседки, которую построили на деньги московского купца Василия Кокарева, который, по легенде, пожертвовал городу на нее деньги в 1863 году, а их положили на банковский счет и почему-то забыли. Когда набежавшие проценты увеличили сумму втрое, про них вспомнили, и в результате были возведены две беседки, одна здесь, а вторая возле Андреевской церкви. Их так и прозвали Кокаревскими. Отсюда открываются красивейшие виды на Днепр, и можно сделать потрясающие обзорные фотографии, как на открытках. Мало кто знает, что Владимир был внебрачным сыном князя Святослава от ключницы Малуши. Много лет он был язычником и даже воздвиг идолы всем значимым богам, особенно выделив Перуна. Христианство же он принял, стремясь усилить свою власть женитьбой на византийской царевне Анне. Однако впоследствии искренне проникся этой религией. Немногим известно, что при крещении он получил имя Василий. Ступеньки под монументом ведут к Владимирскому спуску, куда нам и нужно идти. Перейти Владимирский спуск, к сожалению, будет непростой задачей, так как тут нет пешеходного перехода. Этот белый обелиск называется колонной Магдебургского права и установлен в честь возвращения Киеву освобождения от феодальных повинностей, от суда и власти воевод, старост и других государственных чиновников. На основе Магдебургского права отменялось действие местных законов, и в городе создавался выборный орган самоуправления – магистрат. По набережной идем к Почтовой площади. Здесь, если вы устали, можно перекусить и либо продолжить свой путь, либо отложить вторую часть нашей прогулки на следующий день. Изначально нами планировался подъем на фуникулере обратно на Владимирскую горку и продолжение экскурсии оттуда, но он был закрыт на ремонт, поэтому будем идти дальше до Контрактовой площади. В XVI веке площадь называли рыночной, поскольку купцы держали здесь амбары с товаром. Название Контрактовой она получила позже, благодаря тому, что стало местом составления договоров, и именно здесь проводили знаменитые контрактовые ярмарки. Это было удобно, так как рядом находился Киевский порт. Но когда центр торговли переместился на Крещатик, Контрактовая площадь постепенно утратила стратегическое значение. Легендарный Андреевский спуск – визитная карточка дореволюционного Киева. Он соединял верхнюю его часть и торговый подол, а раньше назывался Боричев воз. Здесь жили многие известные киевляне, например, Михаил Булгаков, но об остальных можно узнать в музее одной улицы, где собраны все сохранившиеся документы о его бывших соседях. Экспозиция музея составлена таким образом, что вы будто путешествуете по домам этой улицы, постепенно изучая историю каждого. По очереди заходите в комнаты, в которых кто-то пьет чай, кто-то шьет или сидит за кассой, а кто-то играет в карты и говорит о запрещенных вещах. В разные периоды тут соседствовали евреи, священнослужители, революционеры, проститутки, художники и писатели. Многие из них стали прототипами героев булгаковских романов. Советуем вам взять экскурсию, где вы сможете узнать много интересных вещей. Например, что вот в этих цирковых костюмах артисты были вынуждены ездить в трамвае, и все, кто их видел, знали, что на Андреевском будет представление. А еще по этой улице находилось множество публичных домов. Их владельцы имели серьезный вес и влияние на мужей того времени, а регулировали ведение этого сомнительного бизнеса специальные правила. Вы можете представить, как выглядел будуар при лестнице по этим предметам и нарядам. Закрыты злачные места были только в 70-х годах XIX века. Поднимаясь по спуску, поражаешься многообразию архитектурных стилей. Тут и муралы с современными зданиями, и уютные старые дома с двориками в цветах, и даже деревянные постройки. Жизнь идет своим чередом, и улица меняется вместе с ней. Музей дома Михаила Булгакова очень камерный. Он не работает по средам, но мы были во вторник, и он тоже был закрыт. Желаем вам все-таки посмотреть, как жил этот загадочный писатель, и выпить кофе на заднем дворе.
А теперь нас ждет одно из самых мистических мест Киева. По крутой железной лестнице между домами мы поднимаемся на гору, которая имеет много разных названий. Древнейший из них Хоревица, в честь Хорева, одного из основателей города, который выбрал ее для своего жилища. Вообще, это место довольно заброшено, и его облюбовали киевляне для веселых пикников на свежем воздухе. Многие приходят сюда выпить пиво, и в хорошую погоду чуть ли не под каждым кустом сидит компания со скромной закуской. Отсюда можно сделать красивые фотографии панорамы Киева и Андреевской церкви с необычного ракурса, а также запечатлеть сверху цветную и будто бы кукольную Воздвиженскую улицу. В эпосе о появлении Киева, чтобы тут поселиться, князю Киеву вместе с братьями и сестрицей пришлось победить жившего здесь змея. После этого Киев пряг его в плуг и спахал на нем землю для защиты города. Так, по преданию, и появились знаменитые змеевы валы. Пытаясь вырваться, змей укусил сам себя за хвост, и считается, что на этом месте находится легендарная Лысая гора. Язычники осуществляли здесь свои обряды, задабривали богов, проводили жертвоприношения и праздновали языческие праздники. Именно тут, по одной из версий, князь Владимир выстроил идолов во главе с Перуном, а потом сам же их и разрушил. Об этих событиях напоминает мемориальная доска. Также у западных мистиков усопшее капище на горе, откуда пошла земля русская, входит в туристический перечень как одно из самых сильнейших мест на планете. С восточной стороны горы находится заброшенное кладбище. В XIX веке тут было очень престижно хоронить людей. Потом кладбище закрыли, но местные жители до сих пор ухаживают за некоторыми могилами, а по слухам даже иногда кого-то тут хоронят. Еще одно мистическое, но скорее забавное место – это замок Ричарда. При постройке этого дома в начале 20 века заказчик обманул строителей и не выплатил им зарплату, за что они вмуровали в дымоходы и вентиляцию яичную скорлупу, которая на ветру создавала заунывные звуки. Люди считали, что тут живут привидения, и обходили дом стороной. Андреевская церковь построена в форме креста и стоит на двухэтажном фундаменте высотой 14 метров. Здание опоясывает терраса, на которую можно подняться по крутым чугунным ступенькам. С нее открывается живописная панорама. По легенде, по дороге в Рим эти места посетил апостол Андрей Первозванный, и когда он стоял на горе, вокруг было много воды. Он воткнул свой посох в землю, и вода ушла под гору, оставив лишь Днепр. Но как только в этом месте зазвенит колокол, море выйдет из-под горы и затопит весь левый берег. Поэтому Андреевская церковь единственная не имеет колоколов. И вот мы оказались на месте, где раньше стоял княжий терем княгини Ольги и первая христианская церковь, возведенная в X веке ее внуком Владимиром. Жители прозвали ее Десятиной из-за 10-й части дохода, которую они должны были отдавать священнослужителям. Храм был одним из самых больших в тогдашнем христианском мире, и до сих пор неизвестно, как он выглядел. До наших времен сохранился лишь фундамент, который законсервирован после археологических раскопок 2011 года. Десятинный переулок переходит в пейзажную аллею, маленький арт-сквер над урочищем Гончар. Проложили ее еще в 1980-х годах по проекту архитектора Милецкого. Отсюда, с исторического верхнего города, открываются живописные виды на Подол. С 2009 года, благодаря скульптору Константину Скритутскому, аллею начали украшать сказочные персонажи – коты-сороконожки, гигантские кролики, фонтаны в виде слонов. Привлекают внимание туристов и необычные лавочки в виде рук из земли и качелей. Возвращаемся на Десятинный переулок и по нему выходим на Владимирскую улицу. Там, во дворе домов 5 и 7, находятся раскрытые фундаменты древнерусского храма Федора Тирона и Федорского монастыря. Рядом во время раскопок обнаружили могилы 9 князей Мономаховичей, в память которых поставили небольшой мемориал и деревянную церквушку.
Наша прогулка почти закончена, все достопримечательности осмотрены. Теперь можно вернуться к ступеням к урочищу Гончар, которое мы уже видели в Национальном музее истории Украины. Там есть небольшой красивый зеленый парк, выходящий на Андреевский спуск. А дальше спускаемся к Контрактовой площади и одноименному метро. Спасибо большое за то, что провели это время с нами. Подписывайтесь на канал и до новых встреч в других городах.